вторая часть видео о скриптах, и сейчас мы поговорим о ивентах, событиях. Ивенты — это некий базовый код в Skyrim, который посылается во время различных действий. Допустим, вы там машете оружием, на каждый ваш взмах происходит несколько различных ивентов. Они посылаются в Papyrus и в скриптовый движок Skyrim, и он как-то на эти различные события реагирует. То есть, допустим, у нас вот в данном случае прописан event on hit, то есть, когда по нам что-либо попало, наш персонаж автоматически посылает событие on hit. Это не как бы вот так вот это работает. Прям по нам попали, он тут же посылает это событие. И уже получается скриптовый язык Skyrim Papyrus, он начинает отслеживать, в каких местах используется этот ивент. Допустим, вот мы создавали с вами Magic Effect, вот этот. Он смотрит, что ага, это событие, оказывается, есть вот в этом скрипте, поэтому надо здесь что-то сделать. И он начинает делать все то, что вот здесь вот прописано. И ивенты бывают разные. Мало того, что они сами по себе, их вот тут целая куча, вдобавок они еще зависят от того, какого типа скрипт вы используете. Здесь, да, как вы видите, в данном случае наш скрипт расширяет Active Magic Effect. Поскольку мы создали магический эффект, естественно, что у него будет Active Magic Effect. Это не может быть скрипт типа Object Reference, как, допустим, если мы сейчас создадим некий активатор. Вот, если мы добавим скрипт сюда, вот, как видите, у него сразу появляется скрипт типа Object Reference. Вот, он написан здесь. Потому что вот этот вот активатор, он, ну, хоть и базовый объект, но скрипты не работают на базовых объектах, скрипты работают на предметах, находящихся в мире. Поэтому, как только мы этот активатор где-нибудь выставим в игре, вот этот скрипт будет работать именно на том базовом объекте. Конечно, property мы можем прописать уже даже сейчас, но работать они будут на базовом объекте. Они не могут, на Object Reference, они не могут работать на базовом эффекте, предмете. Вот, в данном случае Active Magic Effect. И когда мы копируем отсюда какой-нибудь ивент, допустим, вот тот же самый event on hit, который я в прошлом ролике копировал, пожалуйста, будьте внимательны, когда вы его копируете, потому что, ну, я уже как-то раз рассказываю, еще раз расскажу, я делал какой-то свой скрипт, копировал этот event on hit, при компиляции он мне выдавал ошибку. Я долго мучился, пытался понять, в чем дело, и в конце концов пришел к тому, что, оказывается, я его скопирую не отсюда. Как видите, вот здесь вот написано, что все ивенты, которые идут вниз, они относятся к Active Magic Effect. Event on Hit, куда он делся? Вот он. Он используется не только здесь, но и в Object Reference и в Reference Alias. Что интересно, вот смотрите, вот где оканчивается скобка переменных для Event on Hit в случае с Active Magic Effect, вот здесь скобка. А далее, видите, скобка стала намного шире. То есть какая-то переменная в этом ивенте on hit на одну переменную стало больше. То есть для Object Reference и для Reference... Нет, только для Object Reference больше переменных, чем для Reference Alice и для Magic Effect. Поэтому, когда вы хотите скопировать и вставить какой-то ивент, пожалуйста, убедитесь, что вы копируете его из правильной директории, чтобы не попасть в такой же просак, как я. И вот, что у нас есть? У нас есть Event on Hit, есть еще Event on Effect Start. Actor, Target, Actor, Caster. И так, End Event. И то же самое у нас есть Event on Finish. Вот. Вот этот Event on Effect Start, он относится только к Active Magic эффекту. Ну, собственно, и понятно, что эффект может начинаться только у магического эффекта. У персонажа или у активатора не может начинаться эффект, потому что он не эффект, он персонаж и активатор.
хоть и скрипт этот будет компилироваться для персонажей и активаторов, он просто не будет работать, вот этот ивент, потому что он относится к Active Magic эффекту. И вот, как вы видите, не только ивенты сами могут отличаться в зависимости от расширения вашего скрипта, но и даже количество этих самых ивентов. Поэтому тоже, если вы собираетесь добавить какой-то ивент, проверьте, есть ли он в этом списке. Если его нет, то значит он и не будет работать. Но большинство ивентов одинаковые, так что особо можете по этому поводу не переживать. И вот, что у нас есть? У нас есть Event on Effect Start, и в нем прописаны в скобках две какие-то штуки. Два актера цель и тот, кто послал этот эффект. Ну, естественно, для заклинаний типа каст на себя, и это будет один и тот же персонаж. Но в случае с заклинаниями, которые на кого-то кастуются, это будут два разных персонажа. Поэтому, когда вы копируете что-то отсюда, внимательно также следите, что написано в скобках, потому что каждая скобка, она что-то обозначает. Как видите, допустим, в ивенте onHit есть, например, Object Reference того, кто в нас попал. Есть базовый объект того, что в нас попало. Есть базовый объект для прожектайла. Есть булевая переменная силовая атака, булевая переменная скрытая атака, булевая переменная атака плашмя и булевые эффекты заблокированы ли это попадание. Да, кстати, я в прошлый раз еще не рассказал про булевые. Давайте сейчас немного о них поговорим. Отвлечемся чуть-чуть от ивентов. Булевые переменные, как я уже говорил, они могут быть либо да, либо нет. И вот, допустим, в нашем ивенте, Event on Hit, мы можем прописать такую штуку. Если источник равно, то есть равно это сравнение. Если у нас стоит одно равно, это присвоение. То есть в прошлый раз мы с вами писали, что источник, точнее, вот эта штука, это равно Axurs. Да, кстати, здесь я сейчас верну пока что weapon. Вот так. В прошлый раз мы с вами писали, что вот это равно вот это присвоение. То есть вот в эту свободную переменную мы назначили то, что в нас только что попало. А в случае с двойным равно это сравнение. То есть, допустим, у нас написано условие, если дальше у нас идет двойное равно сравнение, может быть, допустим, больше или равно, может быть, меньше или равно, может быть, не равно. Но двойное равно это именно сравнение. То есть двойные знаки, они всегда сравниваются. И вот, если то, что в нас попало, это вот эта штука, то у персонажа отнимается вот эта вот штука. And if. Это условие. То есть, именно если источник это оружие, которое мы выбрали в прикрытиях, то это оружие отнимется. Во всех остальных случаях этот Event on Hit ничего не сделает. Но мы то же самое можем сделать с булевой переменной. Например, bool property, пускай будет, как отнять, remove его, b remove after. Опять же, еще раз повторю, вот здесь вот вы можете писать абсолютно любое название, которое вам заблагорассудится. Как мы помним, булевая переменная, она может быть либо да, либо нет, и уже с ней мы можем работать. Допустим, у нас такое условие, если вот эта вот булевая переменная равняется да, истина, то тогда у персонажа отнимается оружие. В противном случае, если вы... да, вот сейчас компилируем. Вот, булевую мы выставляем вот здесь вот тоже. Она будет либо нет, либо да. И вот мы выставили да, открываем и смотрим, проверяем, что у нас происходит. Когда по нам попали, если мы выставили вот эту вот булевую на true, то тогда у того, кто по нам попал, удалится оружие. Если мы эту переменную поставим нет, false, то опять проверяем, что происходит. По нам попали, наша переменная стоит false, а он сравнивает true, значит вот это вот все, что здесь написано, не происходит. Она используется тоже для разных вещей, часто пригождаются, например, в эффекте захват душ, в скрипте для эффекта захвата душ тоже используется некая булевая, и в случае с заклинанием эта булевая стоит на false, а в случае с зачарованием эта булевая стоит на true. То есть в зависимости от того, заклинания вы используете или зачарование, происходит немножко разный эффект захвата душ. Вот для чего используются эти булевые. Но так же, как и любой другой переменной, мы можем управлять булевой уже непосредственно на скрипте. Вот мы прописали пустую булевую.
Причем, кстати, что интересно, мы можем, допустим, прописать, что она изначально равна true. Можем не прописывать. По стандарту она тогда, скорее всего, будет равна false, насколько я понял, или true, не знаю, надо будет проверить. Ну, допустим, мы поставили изначально, пускай будет true. И теперь, допустим, это мы... Да, вот, хорошо. И прописываем здесь такое условие, что если actor target равно caster, то вот это вот булевое remove равно false. And if. Вот, что мы сделали. То есть мы сравнили, что если тот, кто попадает по персонажу, это тот же, кто кастанут, то есть, получается, заклинание кастуется на себя, то вот эта булевая, даже независимо от того, что мы здесь ее уже поставили true, мы ее насильно выставляем как false, и тогда вот это условие попадания, оно, получается, не проходит. Если же на нас кто-то другой кастанул заклинание, и это сравнение не проходит, булевая остается как она есть, и тогда при попадании оно будет срабатывать, и вот этот эффект будет происходить. Вот как используется булевые. Надеюсь, это было понятно. То есть они могут манипулироваться как через property, так и через сам скрипт. И вот, на каждый ивент у нас в скобках используются разные, как я уже говорил. И вот они, эти самые булевые. То есть при попадании у нас может произойти проверка, попали ли по нам силовые атаки, была ли это скрытая атака, была ли это атака плашмя и была ли атака заблокирована. Как это используется? Допустим, если эта атака была заблокирована, то у агрессора отнимается оружие. То есть мы состоим со щитом или с одноручным двуручным оружием, мы защищаемся, по нам чем-либо попали заклинанием, оружием или еще чем-либо. У персонажа, который по нам попал, отнимается вот конкретно оружие, которое мы прописали. Вот так работает булевая переменная AB Hit Blocked. И также можно с любой другой. Если по нам попали скрытые атаки, мы можем здесь прописать, то тогда удаляется оружие. Если по нам попали там атакой плашмя и так далее. И в этих ивентах у каждого в скобках прописаны свои особенности. Допустим, в ивенте когда персонаж умер или когда персонаж умирает, прописана только одна, это тот, кто убил. То есть мы можем отследить убийцу и, допустим, на него повесить благословение или, наоборот, убить его за то, что он убил. Здесь нет отслеживания того, какой предмет его убил, допустим, столб это стоял или какой-нибудь камень душ. Мы не можем проследить, чем он был убит, мы можем отследить только убийцу. В скобках, потому что больше ничего не написано. Вот такой вот ивент, on dying. И в помощь вам не только вот этот вот файл Papyrus, но также и сайт, я уже о нем рассказывал, crashenkit.com. Там прописаны тоже все ивенты, все скриптовые функции, но в отличие от вот этого файлика Papyrus для Notepad++, на сайте есть одно преимущество. Там тоже прописаны SKSE функции. Допустим, вот мы нажмем на вот это. Ну быстрее давай. Вот, и здесь написано, что это часть функции SKSE. То есть вы благодаря этому сайту можете проверять, что и где и как можно использовать. Причем, кстати, что интересно, у этого сайта есть тоже еще значительное преимущество над файликом в том, что здесь помимо описания еще и присутствуют примеры того, как использовать. Так, это неудачный пример, но пускай будет тот же самый Event on Hit. Вот он. Вот, и здесь прописано, во-первых, вот эти все скобки, расписано, что все эти скобки означают, и приводится несколько примеров. Можете это все использовать, читать, очень полезно, много чего интересного. И также приводятся различные дополнения. Допустим, что да, этот эффект может не работать там в таком-то условии, или projectile можно не отследить для ближней атаки. Так что ссылка на этот сайт тоже будет в описании. Пользуйтесь на здоровье, очень полезно, особенно для тех, кто изучает скрипты. Без этого сайта я бы, наверное, вообще никогда ничему не научился. Вот, это то, что касается ивентов. Ну, пожалуй, на этом все. Следующая часть будет о функциях. Кому интересно, смотрите, кому нет. Если я что-то еще не дорассказал, обязательно пишите вопросы. Буду стараться на них отвечать. Может быть, даже дополню этот видеоролик.
Ну и пока все.